95% криптомира действительно скам. Как вообще вы к этой идее пришли? Ничего нет, и вдруг из ниоткуда возникает какая-то ценность. Завиралась идея просто нажимать на монетку, не ожидая вообще ничего. Прямо сейчас, типа, 3000 играет, кликает. А время там полночь. Была ли у вас цель заработать на ноткоине? Практически там не спали. То есть мы засыпали с компом и просыпались тут же у компа, чтобы это все воскресить. Всем привет, меня зовут Олег Лупиков, я сооснователь компании T-Lab. И со мной сегодня интересный гость из Лондона, Сергей Чикерев, основатель Open Builders, одного из разработчиков Notcoin, который набрал 50 миллионов игроков. Сереж, привет. Рад видеть тебя. Правильно ли я тебя представил? Да, все супер. Я, надо отдать должное, не единственный основатель. У нас тут изначально было 4, назывались Тонстартер. Вот, потом поняли, что мы чуть шире, чем просто Launchpad, и стали Open Builders. Случайно из проекта, который делали на выходных, получили интересную, виральную и такую ошеломительную игру. Ну, для нас так точно ошеломительную. Не знаю, как для остальных. Я думаю, поговорим про это все Да. сейчас. Начнем с простого. Расскажи, откуда ты? Родился в Западной Сибири, прожил там почти 20 лет, закончил школу, закончил нефтяной техникум. Я по образованию нефтяник. Решил, что скважины и черное золото не для меня. Перебрался из Сибири в Санкт-Петербург. Там еще тоже поучился в университете телекоммуникаций. Правда, там из-за того, что интенсивно работал, меня выперли оттуда и пришлось перепоступать. Но в итоге универ тоже закончил. Там как раз в Питере мое основное IT-путешествие началось. Сначала сайты, потом какие-то более зрелые продукты. Всегда нравились какие-то истории с виральностью. Вот, потом делал какие-то прям более зрелые продукты, такие прям серьезные на больших ребят, в основном на американский рынок, в Райке в частности. Вот. Ну и потом каким-то образом мы вышли на то, что решили делать свою историю и начали делать Тонстартер в 22 году. Вот, и с тех пор погружались все больше в тон, блокчейн и так далее. Блокчейном на самом деле давно интересовались, потому что это такая, знаешь, немного необузданная история, и тут все напоминает Дикий Запад. От этого как бы у людей создается определенное впечатление, что там все в этом мире скам, ну, в плане в мире блокчейна и Web3. Но, признаться честно, как бы понятно, почему так, потому что 95% криптомира действительно скам. А мы подумали, что мы попробуем сделать по-другому то, как мы понимаем эту историю, воспользоваться, знаешь, вот этой свободой и обернуть ее во что-то, ну, более приятное, что ли, понятное для людей. Вот. Ну и мы как бы начали делать Тонстартер, а потом поняли, что в целом как бы действительно технологии настолько мощные и нерегулируемые, что можно делать все, что угодно. Но сейчас, наверное, основной целью своей придерживаем какой-то, ну, adoption, что ли. Ну, про это сейчас пообщаемся, да, собственно, про цели. А сколько тебе лет, если не секрет? Сейчас 31. 31. Получается, в разработке ты минимум лет 5-6. Ну вот, наверное, в 12 году или в 11 я сделал какой-то свой первый программируемый проект, который был написан на каком-то языке программирования. Вот. Я в школе, на самом деле, еще занимался, ходил на факультативы по программированию. У нас был очень крутой математик, и он давал нам Visual Basic и всякие подобные истории. Там в основном... Паскаль, естественно. Вот, и я тогда понял, что я никогда программистом не буду, потому что это, ну, безумно это весело, когда у тебя получается, но сам процесс, короче, меня сильно тяготил. И я тогда решил, что никогда не буду программистом. Вот, но забавно, короче, как все обернулось. И в итоге стал не просто программистом. Скажи, а ты следил за вот тем самым бумом блокчейна на стыке какого 16-17 годов? Да, я был одним из тех ребят, которые прониклись, так сказать, ну, как бы, что основное привлекает? То, что ничего нет, и вдруг из ниоткуда возникает какая-то ценность. Все такие: вау, ничего не надо делать, и можно просто получить какую-то ценность.
Ну и биткоин, я думаю, этим и привлек, что он стоил ничего, probably nothing, известная фраза, а потом стал нечто. И это, конечно, завораживает и приковывает внимание огромного количества людей. Я думаю, что это, наверное, основной двигатель вообще популярности блокчейна. Типа люди хотят найти следующий биткоин и купить его за ничего или просто получить его за ничего и потом обогатиться. Так что да, 16-й, наверное, там год — это как раз год, когда я начал в это все погружаться, но официально заниматься full-time я стал этим вот только в 21-м, 22-м. Слушай, а вот как ты думаешь, почему в те года, в 16-17 года, когда как раз такой большой бум ICO был и таких продуктов, которые запускали что-то, собирали деньги на ICO и пропадали, почему тогда, я ведь помню, тогда было большое количество продуктов, которые делали что-то интересное, такое sustainable технологии. Например, из таких самых интересных вещей, я помню, сервис, таких на самом деле было много, которые запускали на блокчейне верификацию, например, премиальных сумок, одежды, там еще каких-то вещей. Блокчейн для документов. Даже там в некоторых странах собирались внедрить верификацию документов на блокчейне. Куда все это делось? Почему оно не полетело? Слушай, ну я вижу откровенно проблему и до сих пор, которая называется непонятный интерфейс. То есть технологии сейчас супер мощные, но как бы дать людям возможность этим пользоваться вот как бы очень легко, они как будто они как будто всегда есть. Ну, типа, веб у нас давно, да? Ну, типа, в вебе можно уже давным-давно сделать много кайфового, простого и понятного, но, видимо, этого недостаточно. И вот сейчас то, что мне нравится, например, как это происходит в телеге, недавно общались с старым товарищем, и он показывал свое приложение. И он его когда показывает, он такой, вот, типа, смотри, надо приложение скачать. Мы такие стоим с товарищем, такие, окей, скачиваем. Он говорит, так, теперь надо зарегаться. И так, а как? Он говорит, ну, можно через Google, можно через Apple, можно через Facebook, ля-ля-ля. Мы такие, окей, регаемся. Он говорит, так, теперь нужно разрешить все нотификации и там доступ к этому, к тому. И вот ты как бы проходишь все эти 3 шага, и ты уже на третьем забываешь, зачем ты это как бы приложение скачивал. Вот. И это как бы порог входа какой-то, знаешь. То есть приложение на наших телефонах — это достаточно доступный инструмент. Но как бы сейчас люди привыкли к такому быстрому результату, что пока проходишь все вот эти шаги, ты уже такой отваливаешься. Вот. И взамен этого есть телега, где ты просто нажимаешь старт бота условно, и у тебя уже все заведено, тебе ничего, по сути, не надо делать. Ну, максимум там еще, может быть, кошелек подключить, но хорошо бы этот момент подвинуть подальше. Вот. И в этом плане мне кажется, что, ну, по крайней мере, в этих, в телегах, к которым мы сейчас еще придем, мне кажется, что это хороший пример, какой может быть быстрый, интуитивный и понятный интерфейс, и вовлечь людей быстрее. Тогда, мне кажется, просто, ну, технология сама сложная. Плюс, если не сделать достаточно интуитивный и понятный интерфейс, чтобы человек вот как бы ходу с двух ног мог залететь. Ну и интересно, наверное, по цифрам еще было бы посмотреть. У меня такой инфы нету. Но посмотреть, сколько людей в итоге, знаешь, в 16-м году, например, завели там кошельки и сделали какое-то количество транзакций. И в 22-м, к примеру. Я думаю, там радикально разные числа. И если просто взять большее количество людей, которые уже сделали какие-то транзакции, познакомились с блокчейном, и дать им даже этот непонятный интерфейс, то они так или иначе в этом разберутся. Просто конверсия будет больше, потому что больше людей разобралось уже в каких-то базовых аспектах. Поэтому проблема интерфейсов такая, живая, очевидно. Мы ее видим. А как ты думаешь, есть ли здесь проблема в фаундерах самих проектов? Потому что вот я помню тот самый бум 16-17 года. Тогда как раз тоже была попытка делать такие масс adoption продукты. Ну, там исключения какие-то, но они все, вот, может, память на самом деле так работает, но мне кажется, что они все были достаточно странными. И был тогда термин криптоанархисты. Вот, может, слышал, может, помнишь, да? И вот эти криптоанархисты придумывали какие-то достаточно странные радикальные решения, которые на самом деле, ну, в массы бы никогда не пошли. На твой взгляд, сейчас эта тенденция меняется? Нет ли вот этих тех самых криптоанархистов, которые верят в святость блокчейна, в то, что это нужно делать не таким, как Web2, а совсем другим и так далее? Слушай, нет, есть, конечно. Разных людей пришлось повстречать. И есть те, кто уверовали там в полную децентрализацию и плюются, когда видят, знаешь, типа что-то хоть как-то связанное там.
не децентрализованное. Но благо, типа, в основном те, с кем сталкиваемся, они понимают, что есть ну, надо придерживаться неких так называемых трейд-оффов, когда ты вроде бы делаешь децентрализованную историю, но ты как бы всегда озираешься, типа, зачем ты это делаешь? Можно ли как-то попроще это подать? Типа, нужна ли децентрализация во имя децентрализации или можно обойтись чем-то простым? Я недавно встречался с товарищем, с которым работал на одном из предыдущих мест работы, тавтология, но тем не менее. И, короче, он меня жестко зачелленджил по поводу того, что, ну, я ему начал рассказывать про вот эту всю, про масс adoption, там, децентрализацию, все такое, и он меня жестко челленджил по поводу того, типа, а зачем? Ну, как бы, можно же это все сделать по-простому, типа, можно или не используя технологии, или используя другие технологии, и как бы не усложняя жизнь. И я во многих моментах на самом деле с ним согласился, потому что там действительно, ну, какие-то штуки, которые мы сейчас натягиваем на децентрализацию, на вот этот весь блокчейн, типа там выпустить NFT, чтобы сказать, что этот чувак классный и закончил там, ну, не знаю, прошел какой-то квест, да. Зачем? Типа, можно просто в базе записать, типа, йоу, вот этот чувак прошел вот этот квест. Но как бы мы, возможно, натягиваем эти кейсы исключительно для того, чтобы люди могли это потрогать. То есть, возможно, в этом случае там, нам действительно не надо выпускать этот NFT, но когда человек получит этот NFT, он типа такой, ага, вот что это такое. То есть это не просто какая-то картинка. Да-да-да-да-да. То есть вот это вот first touch вот этот произойдет. И я ему как бы, когда вот под такой призмой показал, как бы и объяснил, что Mass Adoption — это больше про какую-то демонстрацию, да, то, что как это работает, чтобы потом люди могли... Ну, то есть, короче, это обычная вот эта притча, да, не притча, а поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И она отлично работает везде. Вот. И, короче, интересная была дискуссия. Я это все к тому, что Э, ты спросил про криптоанархистов и про людей, которые там тру-беливеры вот этой всей децентрализации. Да, такие есть. Но клево, что сейчас я вижу, что все больше таких ребят сталкиваются с теми, у кого есть продуктовый вижен и понимание того, как делать реально классные продукты, которые вовлекают людей и дают им что-то, кроме там просто типа быстрого дофамина, и строят действительно вот эти sustainable системы, такого становится больше. И это очень круто. Особенно после там, января мы видим в экосистеме Тона, например, большое прибавление именно билдеров, тех, кто что-то делает. Я не говорю разработчиков, потому что это не только разработчики, это и дизайнеры, и аналитики, и ML-инженеры, и продукты, и куча прочих ребят, которые делают продукты и строят их круто, поэтому называю их билдерами. А, и таких ребят много, и они как бы приходят со своим каким-то контекстом и реализуют продукты так, как они это понимают. И чем более такой, знаешь, а, я вот не знаю, как это сказать, нету подходящего термина на русском языке, я не могу его вспомнить, ну, типа diverse, вот этот вот какой-то разнообразный такой, знаешь, чем более разнообразный этот контекст, тем более разнообразные продукты мы видим, и тем более разнообразные люди могут приходить и пользоваться этими продуктами. И вот это очень крутая штука, которую я заметил за последнее время, по крайней мере, в нашей экосистеме. Вот ты так классно говоришь, наша экосистема, но ты же не сразу с командой пришел в тон. Ты же соприкасался с другими блокчейнами. По большей части не работал, если честно. Ну, то есть с эфириумом работал скорее, типа, для того, чтобы понять разницу. Ну, то есть уже когда... То есть первое прикосновение было именно к тону, и вообще, по сути, весь блокчейн там я начал с тона. Типа фанси, я не писал никакие контракты на, там, не знаю, на эфириумных сетях или еще каких-нибудь форках, только вот как бы тон, чистый тон. Вот. С остальными сетями работал только для того, чтобы как бы чуть-чуть понять отличия и как бы почувствовать вот эту вот разницу, про которую там многие говорят, да, типа, чем там тон круче, чем там этот хуже, только чтобы вот как бы руками потрогать вот эту разницу и понять ее.
Почему вы пришли сразу в Тон? Почему не пошли в эфириум? Ведь на нем же Web3 изначально на других блокчейнах строился. Во-первых, наверное, самое главное, что привлекло, это то, что Тон в то время, когда мы в него зашли, он был вообще, ну, типа, супер дикий, типа неотесанный, то есть не было вообще ничего. И это все надо было строить с нуля. И когда вот тебе говорят, ничего нет, надо все построить, ты такой, о, прикольно, это челленджит. Типа на тот момент там в том в чате, я помню, было что-то там 100 человек, наверное, или что-то меньше даже. Английский чат вообще, по-моему, тогда не создан был только русскоязычный чат. Потом в целом в Foundation, я думаю, там, ну, из публичных, по крайней мере, тех, кого я знал сходу, было человек, ну, тоже там, типа, 10-20, наверное, от силы. Порные разработчики, можно было им просто в личку написать, они тебе спокойно могли ответить. Те, которые сам, ну, как бы ядро блокчейна делают. Самих продуктов на блокчейне не было просто вообще. Ну, то есть, когда мы начали, не было ни стандарта NFT, ни жетонов. Я помню, ну, там, через 3-4 месяца, когда мы начали, опубликовали драфт NFT стандарта. Мы такие, и мы еще ревьювили его, такие, типа, о, вот это прикольно было бы добавить, вот это бы убавить. Хотя сами по факту не то, что, знаешь, типа, стандарт-эксперты какие-то были. Вот. Поэтому, я думаю, вот это привлекло. А второе — это то, что он изначально был про adoption, про масс adoption, и уже тогда виднелась как бы и была понятна некая такая связка с телегой, ну, с точки зрения как минимум миссии. То есть у телеги есть такая миссия, знаешь, как бы делать свободные технологии для людей. И, точнее, используя технологии, делать свободные решения для людей, реально. Не для машин там каких-то и там роботов, или там для того, чтобы продавать, а конкретно для людей, чтобы людям было кайфово этим пользоваться. Я не говорю делать там мир лучше, потому что это настолько бичевая фраза, уже забитая. Но это вот как бы, чтобы людям было кайфово этим пользоваться. И у Тона точно такая же история была. То есть в самом начале, когда, я помню, туда слетались разработчики, были те ребята, у которых был опыт в эфириуме, и они такие, ну, попробуем что-то в Тоне, а потом такие видели, что, ну, типа, хайпа нет, и они отпрыгивали очень быстро, потому что, ну, а зачем нам делать, если тут как бы ничего не крутится? И, ну, как бы там было сразу понятно мотивацию, что хотелось не созидательную какую-то историю творить, а просто, ну, типа, похайпажорить и отскочить. Как думаешь, а в чем тогда принципиальное отличие между Тоном, с одной стороны, и вот эфириумом, где прошлый Web3 как бы хорошо так развивался? Ну, помимо архитектурных моментов, про которые тут можно упомянуть, но там про масштабируемость и скорость обработки, и количество там в целом транзакций, которые может претерпевать тон, в отличие от эфириума. Ну и тупо косты, да, транзакций. А, Помимо этого, я думаю, еще какое-то... Честно признаться, до сих пор, несмотря на то, что огромное количество людей сюда пришло, здесь все равно чувствуется какое-то теплое комьюнити билдеров. Почти все проекты, которые запускаются, может быть, в силу нашей такой, как бы, специфики работы, что мы такие, типа, там, с инкубацией как-то помогаем, играми там занимаемся, неапами, и к нам там много кто приходит, что-то спрашивает. Но мы знаем довольно много лично людей, типа, которые запускают продукты, причем из там новых ребят, которые приходят, и с разных рынков, то есть это не обязательно там как бы какие-то чуваки, которые там раньше где-то работали вместе, как там раньше была байка, что весь там тон делает бывшая бригада, которая делала ВК. Вот. Да, действительно, тут есть какое-то количество людей из ВК, но как бы у каждого своя причина здесь оказаться. Вот. И тут уже давно не только те ребята, которые делали ВК, тут очень много пришло с азиатского рынка, которые делали игры для Вичатов, очень много ребят пришло, которые делали другие блокчейны. Мы знаем людей, которые сами делали не просто там форки эфириума, а типа свои сети, и они приходят сюда, и чуваки, которые запускали продукты на других сетях, и просто чуваки, которые строили какие-то... У меня буквально несколько знакомых, которые вообще до этого делали только веб-2 продукты, пришли в тон, потому что увидели, что здесь что-то загорается, и здесь достаточно просто и комфортно и уютно что-то строить. Вот. И такую тенденцию я вижу до сих пор. Я думаю, что она будет еще взлетать, потому что, ну,
сам понимаешь, да, чем как бы больше людей приходит, тем больше вообще возможностей здесь появляется. Не без вашего участия, скажем так. Но к этому мы еще Ну придем. да, мы тоже к этому прикладываем руку, конечно, и стараемся помогать и контрибьютить где-то, где мы можем. Ты, собственно, сказал, что вы пришли и начали делать TonStarter. Расскажи, что это и как оно превратилось в Open Builders. Вообще, что это такое? Короче, Тонстартер изначально, забавно, если кто еще помнит, он назывался Ракетон изначально. Вот, потом пришли какие-то чуваки, которые начали делать понзы схемку. Там были, да-да-да, там был ML. Ну да-да-да, типа того. Вот, и они тоже назывались Ракетон, и они нам даже предложили оплатить ребрендинг. Вот, но мы, короче, потом в итоге сами съехали с Ракетона, потому что очень много было негативных коннотаций. Мы такие: "Окей, как еще, как еще?" И вот Тонстартер появился. В общем, это был классический лаунчпад, IDO, все дела, там, типа, запускаешь монету, проводишь вот эти все предварительные продажи, потом, типа, аллокации, люди все это выкупают, трали-вали. Но мы достаточно быстро поняли, что эта модель такая, м, ну, как бы с вопросиками, я бы так сказал. В общем, кто-то в этой истории, ну, то есть в этой истории есть 2 участника, ладно, 3. Ну, типа, те, кто тут лаунчпад, люди, которые в это вкладывают, и проект, который раздает монеты. И, как правило, кто-то в этой истории обязательно проигрывает. Ну, типа, либо люди положили свои монеты настоящие и получили ничего, либо проект отдал людям слишком много и потерял, по сути, ну, как бы потерпел убытки, либо сам лаунчпад. Но лаунчпад достаточно часто проигрывает, потому что если первым нехорошо или вторым нехорошо, то лаунчпад проигрывает по-любому. А так как в каждой практически ситуации либо первые проигрывают, либо вторые, лаунчпад, по сути, проигрывает всегда. И мы подумали, что это какая-то, ну, типа, не очень здоровая история, и начали искать какие-то альтернативы. Вот. Нашли некую штуку, которую мы сами назвали Community Incentive Program. Она в другую сторону направлена. Она плюс-минус про то же самое, а, только, а, только, короче, с другой стороны. Проект, когда хочет провести какую-то активность вокруг своего продукта, например, ты запускаешь свой новый продукт. У тебя нету ни комьюнити, ничего, но есть клевый продукт. И ты хочешь просто тупо получить какой-то фидбэк, знаешь, типа получить первых пользователей, чтобы они что-то там посмотрели, потрогали и дали тебе какую-то обратную связь. Ты приходишь к нам, тогда к Тонстартеру, и говоришь: "Йоу, а давайте так сделаем". Вот мы так, например, запускали Мегатон. Жалко, конечно, что чуваки и дальше не развились, но на первых порах они просто предложили чувакам какую-то конкретную награду за то, что те придут и потыкаются в их продукт. Им надо было там еще направить ликвидность, как и любому дексу. Они там давали определенный реворд за то, что ты делаешь ликвидность. Мы это все закатали в задание и проверяли их, и давали людям определенные очки. В конце по количеству очков делалось распределение наград. Вот. И клёво схема отработала и для Мегатона, и для ребят, которые участвовали. Я даже помню фотки чуваков, которые скидывали, что они за тот реворд, который получили с Мегатона, купили себе телефоны. Забавно было. Вот. Но тогда мы на тот момент раздали достаточно большую сумму денег людям. Мегатон получил своих пользователей фидбэк и жирный фидбэк, потому что там действительно на первых порах продукту требовались доработки по интерфейсу, плюс там со смарт-контрактами были еще вопросы. Ну, в общем, доделали. А, и мы такие: "О, это интересно". И мы так запустили порядка там 10 проектов на тогда еще там стартере. И примерно летом, это был 23-й год уже получается, мы начали делать комьюнити. Вот. Комьюнити дизайнился сразу как комьюнити инсентив. То есть мы сразу предполагали, что это будут задания, раздача, все дела. Мы видели все эти там Зили и прочих ребят, квестовые платформы, но мы как бы были в телеге сразу. Мы старались делать какие-то нетривиальные задания. Почти сразу у нас появились всякие API-интеграции и так далее. И вот мы делали комьюнити. Но попутно с этим, откровенно говоря, мы всегда делали какую-то еще просто штучку рядом, назовем это так. То есть на выходных там сделать, тогда DNS появились в Тоне имена.
И мы такие: "О, они продаются как-то хитро по аукционам, наверное, люди захотят это все покупать". И мы запустили там DNS-бота, который автоматом, типа, ставил на аукцион. Ты ему говоришь: "Вот такая у меня сумма максимум, топи этот домен, отбивай его". И это был наш первый мини-ап, по сути, который мы запустили в продакшн, потому что комьюнити тогда еще не было. И мы просто как бы прокрутили на нем, я не помню сколько, но что то порядка миллиона, наверное, или 1,5 миллиона долларов. Просто люди покупали через него домены, и мы такие: "О, прикольно, наверное, надо было с этого какую-то комиссию брать". Кто-то сказал, мы такие: "Да ладно, типа, прикольно же". Типа, люди купили какой-то там, типа, достаточно доменов купили, и нам понравилось. Вот, что люди пользуются и в мини-апе, что круто. Вот, потом были какие-то игры мы еще делали, еще куча проектов, которые не запустились, и мы просто внутри в команде, там, знаешь, развлекались с ними, там, какие-то даже гэмбловые истории, которые мы такие сделали, а потом такие: Это, получается, вы делали. Не в Тонстартер приходили люди, а именно вы, как команда. Да-да-да-да. Ну, в Тон Стартер тоже приходили чуваки, которым мы помогали, и мы до сих пор как бы ведем эту программу инкубации, да. Но это как бы внутренние штуки, потому что, да, мы просто по фану делали какие-то вещи. И потом там, например, такие: "О, не, к этому сейчас люди не готовы, давай это пока не будем запускать". У нас до сих пор есть один такой проект, который мы каждый месяц переносим. Ждете развития экосистемы или того, что больше из Web2 придет людей сюда? Он просто пока не подходит. Там есть несколько, факторов. Я не буду портить сюрприз. Вот, так что Но мы со еще зрителями возможно. запомним и будем следить. Да-да-да, да. Вот. Были какие-то продукты, которые мы такие: "О, не, это гэмбла жесткая, давай внутри поиграем просто". Ну, типа, ну, там как бы люди ставят деньги, люди теряют деньги, как бы все понятно. Как бы там условный ЦУЕФА какой-нибудь, да, и люди как бы с вероятностью 1 к 3 выигрывают, с вероятностью 1 к 3 проигрывают, там 2 к 3 проигрывают. Вот, такие: "Не, это не про нас, это не наш стиль, короче, выпускать не будем". И вот примерно в ту пору, когда мы там делали комьюнити, у нас иногда были свободные выходные, когда мы такие: "Ну, что то еще поделаем". И тогда примерно мы начали делать кликер. Вот. Тоже по фану. Расскажи подробно, как вообще вы к этой идее пришли. Честно говоря, ну, вот как бы детали я не помню, но это была такая тема, что, ну, как бы, была какая-то идея, в целом какой-то игры, которая будет достаточно виральная и позволит людям очень просто начать как бы что то делать внутри там телеги. Вот. Мы подумали, что это будет какая-то игра. Виральная игра — это в целом, ну, мы посмотрели в целом, какие могут быть там достаточно аддиктив игры. Вот. На секундочку, мы недавно ходили с чуваками в компы и играли в Counter-Strike 5 часов кряду, 1.6, и подумали: вот это жесткая виральная игра. Ну, то есть типа ты просто приходишь и на 5 часов теряешься. Вот это как бы чуваки сделали в 99-м, знаешь. Вот. Но как бы хотелось какую-то социальную игру. Хотелось какую-то социальную, которая будет очень простая. И мы все знаем, что огромное количество людей тратят свое время на то, что они там играют в 2048, перекладывают шары из одной корзины в другую. И вот эти все суперпопулярные игры в App Store, которые, по сути, ну, типа там, дойди до 3056 уровня и получи 3 636 000 очков. Про чё, непонятно, но как бы люди гоняют. И это, ну, почему-то это работает, знаешь. Я не знаю. Ну, тут у меня ответа нет. Человеческая природа, биология, что там, эволюция. Разбирайтесь сами. Ну и мы, короче, начали кликер делать. И он как-то пошел, был достаточно веселый. Поначалу, если сравнивать с той версией, которую люди увидели потом, он был не очень-то стильный. Сам кликер работал, но всех обвесов, так называемых, там не было. Типа, там не было вот этой хитрой системы по поводу сохранения баллов, там не было всей безопасности вокруг API, чтобы это все сохранять. Там не было такого стильного, сочного, оранжевого, такого блестящего коина на фоне черной какой-то просто там абстракции. Вот. Но был всегда месседжинг. Вот этот probably nothing, он был с самого начала. То есть мы такие, ну, это просто какая-то штука, типа, вообще ничего, по сути. И что то как-то так вышло, что мы сделали его, прикольно получалось. Начали добавлять всякие туда темки, типа ракеты, вот этих обвесов, про которые я упомянул, чтобы сделать ее более.
сквады, помню, тогда появились, лидерборды какие-то. Ну и мы что то как-то пробовали, катали ее, и люди такие говорили: "О, это вроде прикольно". Но самый главный тест для нас был, наверное, на конференции в Дубае. Тогда Gateway был самый, наверное, масштабный, один из самых масштабных. Посмотрим, какой будет в этом году. Вот, но была такая достаточно серьезная уже конфа. И мы, когда на нее полетели, мы знали, что мы будем про комьюнити рассказывать, но подумали, может быть, ноткоин покажем еще. И ну и, короче, мы там что то за неделю до решили его показать. Я помню, как мы в Дубае еще ночью в отеле, с Вованом допиливали этот ноткоин, систему эту всю сохранения и так далее, просто чтобы показать его на конфе. Вот, и Саня вышел, рассказал про это, показывает эту монету, говорит: "Probably nothing", и типа погнали. И все, и мы такие, ну, на конфе там 200-300 человек, ну, наверное, там типа 500, там, 1000 человек поиграет. Вечером мы что то возвращаемся в отель после всех этих пре-авто, до афтер и до-после пати. Уже знаешь, как обычно эти конференции, куча ивентов. И такие 10К. Такие: "Чё?" А мы как бы пользователи, да, мы пользователи всегда трекаем именно по пользователям. То есть у нас важно, что мы как бы всегда следим как бы через базу и аналитику внутреннюю держим как бы строго при себе и всегда смотрим вот как бы через там все вот эти вот свои тулы. И мы смотрим, типа, потом тул, который показывает, сколько онлайн сейчас, и мы смотрим, что, типа, прямо сейчас, типа, 3000 играет, кликает. Мы такие: "Вы чё?" А время там полночь. 3000 в моменте тыкают. Да, а на конфе было 200 человек. Мы такие: "Чё? Кого?" Смотрим рефералов, понимаем, что все виральность хакнута. Люди зовут людей. При этом, учитывая, что это был первый кликер, и никто еще знать не знал ни про какие airdропы, это же по факту механика idle игр. Вот в App Store таких много, где ты там кликаешь, монетки копишь, что-то апгрейдишь. На старте же у вас всего этого не было, и получается, как это даже смешно звучит-то, завиралась идея просто нажимать на монетку, не ожидая вообще ничего. Абсолютно так и было, да. Да. Ну, то есть люди, когда спрашивали, что это, ну, меня спрашивали довольно много знакомых, типа: "Что ты делаешь сейчас?" Я такой: "Ну, вот мы, типа, кликер делаем". Показываю и нажимаю на кнопку. Они такие: "Что это такое?" Я говорю: "Ну, типа, на экран нажимаешь". Они говорят: "А потом что?" Я говорю: "Ничего, типа, нажимаешь на экран, а очки вот копятся. А что с ними делать? Ну, потом разберемся". Ну, то есть, сразу было название Notcoin, может быть, поэтому была какая-то коннотация, что там какой-то коин, тара-ля-ля, но мы откровенно говорили, что это ничего. То есть мы изначально ставили такое ожидание, что это nothing, типа, потому что если ты завышаешь ожидания, потом неприятно их ломать. А мы не хотели их завышать, потому что у нас, ну, честно говоря, знаешь, вот эти проекты запускаются, у них есть там roadmap, план, поехали, приехали. У нас не было этого. И мы просто запустили фановую игру для того, чтобы люди поразвлекались и, возможно, как бы заонбордились в криптомир, потрогали его. Вот. И мы вспомнили про эту цель потом, когда запускались, потому что мы после конфы мы поняли, что это прикольная тема, ее надо дальше развивать. Мы начали как бы добавлять уже механики анбординга. Мы начали добавлять задания, что типа там, ну, кошелек создай, типа, сходи там, поменяй эту валюту на эту, получи там свой первый тон, всякие такие темки. А, ну и вокруг игры самой, естественно, задания. Типа там склады вот эти появились, лидерборды уже более зрелые, потому что в бете они были условно в идейном, ну, в таком в идейном зачатке, но не были реализованы. То есть они там как-то отображались, но это были не те лидерборды. Вот. Ну и потом, как бы, этот этап мы называем условно, я называю этап доработок, потому что мы поняли, что прикольно идет. И мы как бы усиленно, жестко, короче, старались заделиверить как можно быстрее, потому что понимали, что люди хотят играть. Ну и вот к декабрю у нас там набралось типа 800 тысяч людей, играющих реально. То есть тогда еще не было ажиотажа там называть, ну, зазывать кучу ботов и твинков. Люди именно играли. И 1 января релиз. Гениальная идея просто. Типа с 31 декабря на 1 января, я помню, мы еще встречали этот Новый год там частично корной командой, плюс еще несколько друзей. Я помню, мы пошли, поели салатов, такие, все, в Москве запустилось, там условно, в Киеве запустилось, а у нас аудитория основная там была.
И мы такие смотрим, все лежит. Мы такие: все, салаты доели, погнали. И вот с 1 января мы как сели, короче, это все поднимать. И, наверное, числа до 7-8 мы, по сути, практически там не спали. То есть мы засыпали с компом и просыпались тут же у компа, чтобы это все воскресить. Потому что, ну, такую нагрузку мы не ожидали вообще никак. Вот, это было супер забавно, конечно. Вот ты классно затронул тему трудностей при запуске первого масштабного по факту проекта. Ну, то есть до вас же такого не было по существу там в Телеграме. И вот с какими трудностями, помимо, да, собственно, и про масштабирование тоже можешь рассказать, вот с какими трудностями, помимо масштабирования и каких-то еще вещей, продумывания механик, возможно, каких-то штук, связанных с тем, что чуваки строят бот-фирмы, которые там кликают автоматически. Что вы вообще первыми обнаружили, какие первые практики придумали, которые потом начали все остальные копировать? Слушай, про масштабирование, думаю, тут все очевидно. Там были шутки про картофельные сервера, которые нам очень нравятся, типа Potato Server. Я делал клиент, Вован делал бэк. Вот. И я на клиенте развлекался как угодно. Типа вот эти ракеты, всякая фигня, типа там летающие всякие штучки, сверстелки-переделки, это все добавлялось просто в кураже. Я помню, мне очень понравилась шутка с этим потато-сорваром, и у нас был компонент сверху со складами, и он часто не грузился как раз, когда была большая нагрузка. И я просто туда поставил картошку, эмоджи картошки, написал potato-server is loading, и было забавно, что действительно, когда была большая нагрузка и склады не грузились, там просто была вот эта надпись, что картофельный сервис не вывозит, типа. Вот. Но это все известные штуки на самом деле, да, просто надо умно. Ну, ты даже как бы умно ты не написал свой код, это просто те проблемы, с которыми интересно столкнуться. То есть это, хорошие проблемы, чтобы их решать. То есть если у тебя у нас просто был момент, когда мы были в тупике, вот это было в первую неделю запуска, и мы тупо не знали, что падает, потому что мы все уже там мы типа за неделю отрефачили весь код, вообще весь, всю кодовую базу, которая нам потом еще стреляла в ноги интересным образом, но тем не менее. И мы в какой-то момент уперлись, и мы позвонили нескольким умным ребятам, которые мастера там в своем деле, и просто с ними подебажили немножечко историю. И каждый нам говорил, типа, что у вас? Мы говорим, мы лежим, потому что слишком много людей хотят нажимать монету. Они такие: о, это хорошая проблема, чтобы решать. Вот. И, ну, там как бы нельзя дать какой-то универсальный ответ. Ну, типа, сделайте кучу серверов, поставьте там Kubernetes, заверните все в очереди или там дозируйте трафик, что-нибудь такое. Это все как бы советы в вакууме. Типа, надо вот эти проблемы, их, как правило, решаешь в моменте. Пишите код, свой код нормально и предсказуемо, чтобы его можно было местами там где-то убрать на доработку, и чтобы люди там вас не пенетрейтили жестко. И просто готовьтесь к тому, чтобы, э, не знаю, что придется попотеть. Вот. А остальные советы это как бы уже надо по ходу давать. Была интересная гонка вооружений с теми, кто разбирается в веб-технологиях, программировании и так далее, которые хотели накрутить себе незаконные монеты, скажем так. Монеты мимо кассы, да, не нажимая. Вот. Были чуваки, которые вибраторами, там, например, себе пальцы заряжали и кликали. Или там массажерами, знаешь. Потом были типы, которые там на шуруповерты сосиски надевали. Вот. Это все законный майнинг, нам кажется. А были чуваки, которые как бы ботов писали и всякие программные решения скидывали в личку. И мы почти с каждым старались лично общаться, потому что это очень крутые ребята на самом деле. Вот. И мне даже, по-моему, не так давно какой-то из типов писал, скидывал даже GitHub, где он там хачил вот этот кликер. Вот. И это была гонка вооружений, потому что мы только добавляли какой-то новый способ пресекания этого или там маркировки. Вот. И тут же появлялись чуваки, которые это обходили. Это было весело. Вот. Но нам помимо того, что надо было поднимать это все и деливерить что-то новое, нам еще приходилось вот с этим сталкиваться. Что еще? Ну, как бы мини-ап — это не самая как бы простая тоже штука. А, Там все-таки, ну, то есть это веб-приложение типа, да, но у него тоже есть свои аспекты.
вот, который ты хочешь как бы сделать. И круто, что команда Телеграма реагирует на запросы и там продолжает развивать меня платформу, особенно сейчас. Э, Вот. Но тогда как бы каких-то моментов откровенно не хватало, или мы просто упирались в телеговские лимиты там по отправке сообщений или чему-то такому. И это тоже добавляло как бы куража. Вот. Ну и плюс, как бы, когда достаточно много людей приходит, у нас там появляются новые аппетиты, потому что надо все это вести как бы к листингу или как-то развлекать целый народ. Мы в какой-то момент поняли, что все, хватит людей развлекать, уже надо как бы готовиться к каким-то серьезным моментам. Честно говоря, я до последнего дня почему-то у меня какой-то был эффект, что мы типа листинг сделали в апреле, хотя на самом деле он был в мае. Вот. Но к листингу тоже, когда мы готовились, это была... Ну, типа, готовились, это скорее, типа, думали, как оно будет. А вот потом, как бы, когда листинг, там, последняя неделя перед листингом, там, конечно, много интересного. Короче, листинг — это, наверное, самое сложное в жизни, что я когда-либо делал. Сам кликер мне казалось, что самое сложное. Но листинг оказался, наверное, действительно самой сложной вещью, потому что одно дело, ты делаешь приложение. Другое дело, когда у тебя это приложение со всей этой аудиторией чего-то ожидает, и тебе нужно договориться еще с огромным количеством людей, биржами, маркетмейкерами, не знаю, инфлами, еще кем-то, командой технической, тонкорной командой, которая тоже не хочет, чтобы блокчейн, ну, типа, они не видели такой нагрузки до. И мы поэтому достаточно плотно общались с тонкорной командой, чтобы не уронить еще и сам блокчейн, не дай бог. Ну, как бы непонятно, что может быть. Да, вот, поэтому тоже такие моменты, как бы... Понятное дело, что он, скорее всего, не упадет, но как бы ты как инженер понимаешь, что если у тебя не было такой нагрузки, то хорошо бы убедиться, что все реально пройдет по плану. Вот, поэтому вот это вот предлистинговая, как ее назвать, суета, это было, конечно, мощно, да. Вот. Даже не знаю, слушай, тут советов не дать, просто как бы, ну, типа, если вы максимально заинтересованы в своем продукте и сделать его так, как вы видите, то как бы да, будет сложно. Да, вам там придется трейд-оффы всякие претерпевать и типа отказываться от одного и соглашаться на другое, но как бы если вы привержены своей цели, типа, довести это до конца и сделать круто, тем более сейчас, ну, как бы, тон, как я говорю, очень такая, как бы, нам все, как бы, готовы были помочь, что-то подсказать, типа, там, команда Волета, например, или Тонкор, или какие-то чуваки из фаундейшена, все, как бы, шли навстречу, чтобы, как бы, помочь, потому что понимали, что это, как бы, да, мы сделали, как бы, условно, вот этот продукт, но как бы теперь это общее дело, чтобы это состоялось и было классно для всех. Какая была реакция у команды Тон Foundation, когда они увидели, что вы растете? Блин, я вот не помню момента, чтобы мы как-то увидели лицо, там, не знаю, была заинтересованность в том, типа, что мы вообще, куда... Ну, мы знакомы с ребятами давно, со многими, лично. В целом, как бы там одновременно с этим еще было несколько ивентов. Ну, понятное дело, что кайфово, чем помочь, типа, в таком духе. Все супер приветливо. Действительно, ребята помогали в некоторых моментах. Очень приятно. Была ли у вас цель заработать на ноткоине? Я вот как сказал тебе про этого DNS-бота, смешно, но, честно говоря, с ноткоином примерно так же было. То есть мы как бы в какой-то момент такие: «М, а чё вообще, типа, тут же как-то народу-то много, можно же как-то это, наверное, денег заработать». Но мы на самом деле действительно какую-то сумму заработали, потому что мы делали вот эти анбординговые штуки, да, в крипту. Ну и там не секрет, что мы запускали большое количество кампейнов, за которые давали ноткоины. И чтобы тебе запустить кампейн, тебе надо было как бы дать некоторую сумму, которую мы как бы брали в оборот, чтобы там и серваки оплатить, и как бы себе отложить. И потом, на самом деле, еще пустили в то, чтобы как бы там обеспечить ликвидность и так далее. Вот. Но там достаточно много было векторов, откуда появлялись деньги, но мы почти все пускали как-то в оборот. То есть нам надо было, ну, во-первых,
С биржами договориться, там обеспечить какой-то процент, типа и нотов, и ликвидности с другой стороны. Нам надо было просто, оплатить все это, чтобы оно держалось. Нам надо было, типа, отложить какое-то количество денег, чтобы, там какие-то непредвиденные расходы покрыть. Ну, типа, условно, там, не знаю, вот серваки у нас сегодня стоят 20 там, тысяч долларов, завтра 50. Такое было. Мы платили и 60, и почти 100 тысяч долларов за серваки в месяц. И эти деньги, естественно, ну да, да, да. Вот. 100, вот я не помню, 100 действительно было. Но, наверное, если все вместе сложить, тут действительно там где-то под сотню доходило. Может быть, я гоню. Ну, короче, ладно, скажу 50. 50 было точно, 60 было. Вот это я прям однозначно помню. 100, наверное, прям все, если суммировать, там просто несколько сервисов, но в любом случае, да. Да, да-да-да. Вот. Мгм. Ну да, ну а потом, мы поняли, что, блин, ну ладно, если такой момент, то как бы, можно действительно там какую-то сумму отложить и себе, потому что мы же как бы такие молодые чуваки, ну, в плане как бизнес, да, типа Open Builders не так давно появился. И у нас было всего 2 раунда инвестиций в сумме $2 миллиона. 2 миллиона долларов, чтобы вы понимали, это типа на среднюю там команду, которая у нас там есть, условно, операционка. Ну, это там, я не знаю, runway будет у тебя там 3-4 года, например, да, ты можешь работать на вот эти деньги. А когда ты хочешь масштабироваться, еще дальше как-то расти и что-то делать, там даже вот наша команда была типа 10 человек, сейчас нас 22 человека. Вот. Нужны, естественно, деньги. А мы поняли, что, блин, можно же не поднимать раунд, можно же как-то вот здесь по-здоровому получить какую-то сумму денег, чтобы дальше быть независимыми. И не как бы ставить ноткоин там знаешь, в положение, когда приходит какой-то инвестор и говорит: йоу, мы там сейчас вам поможем, но вы там насыпите. Ноткоин насыпали только людям, типа 95% у людей на руках. И это как бы мы супер горды тем, что у нас получилось это сделать, и сделать такой финансовый оборот, чтобы мы а, по сути, ни у кого не брали там деньги так, чтобы это было против их желания, естественно. Ну, то есть те чуваки, которые листились, они получали, ну, в проектах, они получали безумный трафик, были практически все супер счастливы. Мы получали какую-то свою копейку, и эта копейка нам сейчас позволяет, типа, спокойно заниматься там ноткоином и прочими продуктами рядом, и быть абсолютно независимыми, и не слушать никого, и как бы делать так, как мы понимаем. Мне кажется, это, ну, как бы кайфово, что так получилось. Это не самая простая история была, откровенно говоря. Слушай, а вы, получается, поняли, что это будет бизнес еще до запуска токена? Не, ну на самом деле бизнесом я называю это исключительно то, что, ну, в сумме мы делаем Open Builders, да, то есть понятно, что мы это делаем не только как бы в основном для того, чтобы нанести какую-то пользу там и сделать что-то кайфовое, но и в том числе, чтобы как бы у нас была возможность как бы это все кайфовое как бы делать шире и масштабнее, да. В этом плане как бы бизнес — это что ты предпринимаешь какой-то спектр действий для того, чтобы получить какую-то ценность, и эту ценность потом применить для того, чтобы этот спектр действий типа сделать еще шире. Вот я условно в таком плане говорю. И, ну, вот предпринимательская такая доля. Ноткоин как бы изначально и далее был только, ну, как бы преимущественно фан и adoption какой-то в рамках крипты. Показать, что такое телега, показать, что такое тон, показать, а, как это все вместе работает. Ну и сделать это стильно, красиво и, так сказать, с весельем. При этом это сильно отличается от того, какие дальше пошли кликеры в экосистеме. Их же, наверное, уже тысячи. И они продолжают появляться. Я, на самом деле, экосистему, так иногда между собой мы обсуждаем, что забавно, что сейчас там какая-то большая часть продуктов в экосистеме — это кликеры, как ты заметил. Какая-то часть продуктов — это выполнение заданий, вот, типа как комьюнити. И там еще какая-то часть, ну, там, не знаю в пропорциях, но и еще какая-то часть — это что-то еще.
Вот, и интересно, что получается как бы вот этот тренд задавать. У меня нету какого-то фиксированного отношения к кликерам. Мне, признаться честно, я не то чтобы играл в них, потому что не вижу чего-то особо привлекательного для себя. То есть я играю в какие-то и делаю какие-то вещи, если они дают какой-то мне фан просто, ну, то есть удовольствие, или дают какую-то пользу. А те кликеры, которые я вижу, не дают мне ни первого, ни второго, поэтому я как бы не включаюсь в них. Вот. С точки зрения идеи, мне интересно и приятно видеть, когда чуваки делают не просто кликер, но добавляют что-то новое. И в этом плане интересно, как сама как бы мысль течет дальше. Мы-то по факту что, мы тоже не сделали еще супер оригинального, знаешь, то есть кликеры были всегда. Ну, типа, куки-кликер супер популярный. Ну, типа, мы сделали то же самое. Вот, то есть мы как бы не изобретатели кликера однозначно. Вот. Но приятно, когда, знаешь, это же новаторство, да, то есть всегда что-то новое строится на чем-то базово старом. Вот. И приятно, когда действительно появляется что-то новое, оно берет как бы часть старого, но добавляет какую-то новую ноту или какой-то свежий вижен. Это круто видеть, мне такое нравится. А в целом, вот лично тебе приятно наблюдать, что ведь именно ваш проект дал такое развитие экосистеме, хоть там как бы 99% это копии, но тем не менее, именно же после этого, вот взгляд такой со стороны, именно же после этого пошло бурное развитие экосистемы, пошли туда билдеры, пошли туда, там из последних новостей там сотни китайских разработчиков в том числе, пошли туда фонды большие. Как будто бы эпоха до ноткоина, она немножко мертвая такая была. Эпоха пост-ноткоина, это, собственно, ну, вот какая-то вторая жизнь, в принципе, Web3. Слушай, я думаю, что ну, ноткоин — это часть, ну, то есть вот результат, да, который мы сейчас видим, вот этот вот ажиотаж, да, назовем его так. Я думаю, ноткоин, ну, законтрибьютил туда, но я думаю, он не один. В целом можно сказать, что сейчас рынок как бы, ну, в целом проснулся. То есть до этого рынок был более спокойный, там, зимний, условно, если хотите. Плюс к этому сама тон экосистема, типа, все это время что-то делала. То есть маркетинг занимался там Open League, делал какие-то там сайд-ивенты, развивал тон society, и все больше и больше людей подключалось. Я думаю, что как бы просто это все воедино сошлось, и как бы ноткоин был одним из как бы кирпичиков в этом всем, чтобы это случилось. Да, мы там действительно видим какое-то количество там увеличения кошельков, да, если посмотреть на графики разные с момента там листинга или даже до него. Да, мы видим там количество транзакций увеличенное, которые там напрямую люди связывают с тем, что были ваучеры и это все, да, это можно связать, эти цифры, и эти графики с активностью, которая происходила в рамках ноткоина. Но я думаю, приход, вот этого количества билдеров, как я их называю, да, и количество людей, которые в это все вовлеклись, я думаю, что составной, результат, этого, да, это какая-то составная формула. То есть тут нельзя однозначно сказать, что это только ноткоин сделал. Слушай, а ты вот сейчас упомянул еще рост количества кошельков. Это ж такая, ну, одна из самых весомых метрик в тоне, количество активных кошельков. Какое оно было до листинга ноткоина и какое оно стало на момент листинга? Один из моментов, почему мы начали с Stone Foundation, ну, точнее, с Stone Core командой сотрудничать тесно, потому что такого количества жетон кошельков в сети просто не было активных. Вот. И мы понимали, что мы будем раздавать людям, даже если они пойдут, эти монеты, на цексы, потом эти люди могут их вывести в сеть, плюс мы будем выводить монеты в сеть. Такого количества жетон кошельков сеть пока не видела вообще. Вот. Но вот я сейчас смотрю, То типа, есть по факту вы их создали. ну да, да-да. Ну, типа, ты когда делаешь транзакцию на кошель, сейчас по новому стандарту они все не баунсятся.
ты создаешь, да, новый кошелечек. Ну вот 31 декабря я смотрю по аккаунтам. Аккаунты — это смарт-контракт, который включает кошельки, NFT, стейкинг-контракты и другие похожие. Я смотрю сейчас по Тонстат. 31 декабря было 4 300 000 аккаунтов. После листинга ноткоина, когда он был, 15, по-моему, что-то такое. Короче, вот 17 мая 22 миллиона. Сейчас 49 миллионов. On-chain activated wallets, если посмотреть, там 31 декабря on-chain activated wallets 1 085 000. Потом в мае 5 миллионов. И сейчас 12. Но минимум в 5 раз, короче, вы туда аудитории пригнали. Причем так, если философствовать, по факту вы сделали очень большой вклад в то, чтобы обычная веб-аудитория в принципе узнала, что такое токен, что такое крипта, получила по факту как бы деньги из воздуха, и это все в большей степени ваша заслуга. Вот интересно, какая у вас аудитория была? Разбивка по странам. Могу сказать точно, что в топ-5 долгое время держались Россия, Украина, Германия, что интересно. Да, Узбекистан и Нигерия, насколько я помню. Вот. Еще из интересных стран. Да, в Нигерии достаточно классный кейс, кстати, могу тебе рассказать. Я сейчас могу что-то наврать, но я постараюсь найти статью и прислать ее. Короче, в Нигерии действительно очень большой комьюнити. Там люди активно играли, и именно без твинков. Мы даже в какой-то момент увидели, что там так много людей, что мы решили проверить, а не боты ли это. То есть настолько было много людей, скачок был в какой-то момент. Вот. Потом выяснили, что действительно нет, это не боты, это реальные люди. И недавно один из нигерийских университетов публиковал статью исследовательскую, где они исследуют феномен того, что люди, начав пользоваться какими-то, как они это называют, D-аппами, децентрализованными приложениями на игровой основе, что по факту там попадает ноткоин в эту категорию, начали получать ни с того ни с сего финансы. Вот. И эти финансы превосходят их там месячный доход, зарплату условную, в десятки там раз. Вот. И люди, понимая эту последовательность, это преимущественно молодые люди, там, студенты или там молодые специалисты. Работы в Нигерии не так много, поэтому там условных чуваков, которые работают в полях, тоже можно назвать молодыми специалистами, но будем говорить, что это молодые ребята. Они начали ассоциировать себя больше с криптомиром и веб-3 технологиями просто потому, что поняли, что ничего, по сути, тебе не надо. Как там, знаешь, в официальной там банковской среде, например, да, в обычных финансах, тебе надо как бы там не один университет закончить, чтобы что-то начать делать и как-то с этим работать. В отличие от этого, что мы видим как бы в децентрализованном мире, 2 триллиона как бы капитализации суммарной всей крипты, да, примерно. Я там недавно смотрел. А тебе ничего не надо, чтобы как бы начать этим заниматься. Ты действительно там можешь, ну, стать комьюнити-менеджером или разработчиком, или там просто аналитиком, или еще кем-нибудь. По сути, просто, типа, начав это делать. Вот. И чуваки начали как бы эти средства там частично тратить там на ноутбуки, на курсы, на, типа, образование какое-то, я не знаю, где они его берут, и посвящать свое время тому, чтобы как бы в это все углубляться. И когда я такой, блин, Именно благодаря ноткоину. я не думаю, что именно благодаря ноткоину, как бы там не говорится в статье, что это именно там ноткоин, но упоминают некие там децентрализованные приложения и игровые решения, которые позволяют тебе заработать деньги. Вот. Я понимаю, какой у нас presence в Нигерии, а, понимаю, что ноткоин относится в эту категорию. То есть я не могу сказать, что типа ноткоин дал людям деньги в Нигерии на то, чтобы они купили компьютеры и типа начали. Я не говорю этого. Нет. Но я понимаю, что как бы доля ноткоина в этом тоже есть, и мне становится супер так тепло и приятно, когда я такое вижу. Вот я попробую найти статью, чтобы я тут ничего не наврал, и люди могли сами почитать, посмотреть. Но это мощно, это мощно. И у нас был один еще кейс интересный.
тоже супер явный. Вот там прям точно было связано с "Тонстартером". Чувак поднял, из Ирана, Мехран, по-моему, его зовут, заработал на вот этих вот community incentives какую-то сумму денег. И он нам писал, что: "Йоу, чуваки, я покупаю лэптоп и буду изучать программирование, чтобы, типа, в один день присоединиться к вам". Есть такой консерн по поводу Web3, что, ну, это как бы не является реальным сектором экономики, майнинг крипты — это просто трата энергии, и там как бы ничего не происходит. И сейчас ты по факту опроверг вот этим вот фактом про Нигерию и про вот этого чувака. Ну, то есть, мне кажется, про такие кейсы нужно много рассказывать, потому что они достаточно вау. Достаточно вау. Ну, типа, я офигел конкретно. Слушай, частично в этом есть правда, что люди говорят про то, что там трата энергии. Я думаю, что наша цель там дальше будет придумать, как там майнинг. Ну, типа, майнинг ноткоина меньше энергии уже запросил, чем майнинг биткоина. Я думаю, что в целом можно сказать, что мы прогрессируем в плане как ну, сообщество разработчиков Web3 мира. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что мы на правильном пути. По поводу, да, того, что мне нравится пассаж, что Web3, типа, децентрализованные финансы, типа, вот эти все ваши биткоины и прочее, это все придуманная ценность. Типа, этого не существует же. Ну, типа, но биткоин на самом деле ничего не стоит. Ну, как бы, чуваки, доллар тоже ничего не стоит, по факту. Ну, типа, это просто бумага. Мы сами задаем ценность валютам всем этим. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас интересную вещь про Web3 рассказал. В целом, веришь ли ты в Web3? Ну, как бы не в формате тех криптоанархистов, а вот во что-то, ну, какое-то дальнейшее развитие всей этой истории будет куда-то идти? Слушай, да, абсолютно верю. Ну, в плане очень просто, очень просто. Типа, чтобы завести кошелек криптовалютный, тебе не нужно не подписывать. Ну, типа, все говорят, криптовалюту сложно. Чтобы завести банковский аккаунт, тебе надо подписать тонну бумажек, доказать, что ты не верблюд, прийти в банк, и как бы не факт еще, что тебе этот аккаунт откроют. И как-то люди с этим справляются. Удивительно. Чтобы завести криптокошелек, тебе надо зайти в App Store или Google Play или любой другой магазин, где можно взять приложение, ввести название кошелька, скачать, запомнить 24 слова, и все, понеслась. Поэтому, ну, как бы с точки зрения децентрализованных финансов, я уверен, все как бы пойдет. Просто время. Ну, нужно какое-то время, чтобы люди начали пользоваться и поняли, в чем прикол. С точки зрения прочих кейсов, я вижу и проблемы, и преимущества условных там сценариев, как можно применять там Web3 еще. Ну, условно, там продажа квартиры без там третьих лиц. Мы деплоим с тобой смарт-контракт, на который кладем NFT. NFT — это ключ к квартире. Я пишу в смарт-контракте: квартира стоит $100 000. Любой кошелек, который положит на меня $100 000, на тебя, точнее, на контракт, ему скидывай NFT с ключом. Ну, там NFT, понятно, что там есть вопросы, как там будет этот ключ зашифрован, закодирован, чтобы там никто не сделал форк этой сети и не выпустил точно такую же NFT-шку и все такое. Но, как бы, я думаю, это все решаемая штучка. И все, и нам не нужны никакие третьи лица, просто мы продаем квартиру через смарт-контракт. Ты скидываешь $100 000, получаешь, тебе контракт отправляет NFT, и он не может сделать ничего другого, потому что он так, ну, как бы так написан код, так он должен отработать. Вот. Я вижу вот такие кейсы, например, и мне хочется их развить, найти в них еще кучу подводных камней, понять, какие там могут быть потенциально проблемы, их решить и привести в жизнь. Но пока это далековато. Пока далековато. Надо над этим работать. И вот то, что мы как бы делаем этот условный, стараемся делать этот условный adoption, привлекая не только людей, но и тех, кто строит эти приложения, я думаю, это нас к этому приближает. Далековато, потому что, получается, рынок еще не в той стадии, когда можно делать большие инфраструктурные проекты, или потому что... Или почему? Я думаю, что пока как бы все целятся как будто именно, ну, то есть децентрализованные финансы, назовем их так, да, я их так привык называть, вот эти ассеты, да, там монеты, это как бы ключевой сейчас способ применения криптовалют. Все остальное, ну, как бы технологии есть для этого всего, но пока не особо работает.
Я вот слышал, кстати, по-моему, в Британии один из аэропортов попробовал какую-то систему учета вести не классическими там базами данными и чем-то таким, а через блокчейн. И они сократили издержки на как бы, ну, там, по времени и по тратам денег на 10%. Вот. Например, такая история. Ну, то есть посмотрим, куда блокчейн там дальше. Это не фурор никакой, но интересно, что люди начинают применять блокчейн в каких-то, ну, как бы рядовых задачах и пытаются искать этому применение. Хочется, чтобы такого было больше, но пока мы видим, что только финансы. Пока только как бы скинуть биткоин с одного кошелька на другой, например, или ноткоин. Возвращаясь в 2016 год, как бы тогда как раз-таки было применение блокчейна в рядовом... Слушай, я помню унитазы на блокчейне, какая-то такая тема была. Ну, зачем-то блокчейн в унитаз встраивали. Ну, то есть его пробовали, тот самый mass adoption, но он куда... Есть нюансы, есть нюансы. А сейчас, видимо, рынок понял, что оно просто нигде, кроме децентрализованных финансов, не работает, и пошли именно в эту историю. То есть все, что сейчас не делается, оно делается с токенами, либо с тем, что в дальнейшем там будут токены. Как думаешь, этот паттерн он будет меняться? Я думаю, да. Я думаю, в любом случае будут приходить чуваки, которым интереснее развивать какие-то другие кейсы. Ну, то есть мы до сих пор видим, как кто-то развивает NFT рынок. Хотя, как бы, вот этот весь ну, как бы, искусство и владение искусством, кажется, что оно как будто никому не надо. Но по факту, как бы, всегда в мире есть, как бы, какая-то группа людей, которым что-то очень надо, а все остальные думают, что это булшит какой-то, и им никто не пользуется. Вот, поэтому я думаю, просто вопрос количества тех чуваков, которые что-то могут, ну, вот этих деятелей, да, которые что-то могут делать и предлагать, и когда они будут находить самые изящные, кайфовые решения и предлагать их людям, тогда мы будем пользоваться. Это тоже очень простой пример. Ты никогда не, ну, как бы до появления там условного Uber ты никогда не мог бы придумать себе, что ты будешь вызывать тачку через телефон. Ну, типа, да, ты будешь звонить, но, типа, ты не будешь как бы в приложении добавлять свою карту. Я помню, тогда это был просто разрыв, типа, что тебе надо в телефоне написать свою карту, и, блин, и что с нее спишутся деньги, и к тебе просто приедет тачка, а ты никому даже не позвонил. Это был разрыв шаблонов. Ну, Uber это сделал, типа, предложил. И сколько таких сейчас такси по всему миру? Ну, как бы десяток точно таких приложений найдется. А нам было сложно это представить вообще. Но нашлись ребята, которые смогли это не просто воплотить и написать, но и как бы сделать массу. Вот. Я про таких ребят. Но получается, чтобы такие проекты появлялись, должны совпасть сразу несколько факторов. Первое, конечно же, должны быть билдеры. Да, билдеры. И второй важный фактор, что билдеры не могут здесь работать бесплатно. То есть либо они должны сразу зарабатывать, либо у них просто должны быть инвестора. Ну, там, благо сейчас начали смотреть в эту сторону снова. Но вот совместить все вот эти факторы воедино, три, это что же задача такая достаточно нетривиальная. Конкретно вот, допустим, в части с билдерами. Понятное дело, сейчас там они растут, но как бы на 90% состоящие из создателей кликеров. Как туда привести разработчиков, которые будут делать большие продукты инфраструктурные, вот, будут находить на них деньги, будут делать продукты, которые будут расти, а не просто они сделали, сожгли деньги и исчезли, как во времена, ну, собственно, 2016 года. Сложный вопрос. Я думаю, всегда будет такая история, что будет какой-то процент, то есть там будет 100, например, команд, которые придут, начнут что-то делать. Из этих 100 команд, условно скажем, там, ну давай будем оптимистичны и скажем, 50% скажет, типа, все, спасибо, до свидания, мы на богам. И другие 50% будут делать какие-то sustainable штуки и там прогорать, не знаю, типа не зарабатывать, но в конце концов делать какие-то интересные истории. Из этих 50% там 30%, скажем так, будет делать что-то рядовое, 10% будет делать что-то, или 15% будет делать что-то выдающееся, и условные 5% будут делать прям вау, какие-то следующие Гуглы, Уберы, Airbnb и прочее. Вот. Мне кажется, ну, я это так, по крайней мере, вижу. Как привлекать больше, как бы, ну, смещать этот процент больше, там, не знаю,
там, чтобы скама было 5%, а уникальных было 50, например, великолепных. Не знаю, мне кажется, это такой, знаешь, как бы какой-то порядок или закон вселенной, который, ну, ты не перепрыгнешь, что ли. Ну, типа, надо стараться. Я не знаю, если ты как бы любишь то, что ты делаешь, и максимально этому предан, э, наверное, что то должно получиться. Вот. Даже неважно, какой у тебя контекст, неважно, как бы сошлись там звезды, зашел там Козерог во Льва или не зашел. Ну, типа, просто делай, что можешь, максимально от тебя зависящее, и потом посмотришь, что получится. В начале нашего разговора ты упоминал, что у вас все еще сохраняется акселерационная программа в том стартере. Она вот как раз для таких же вещей существует, чтобы к вам приходили билдеры, вы им помогали что-то запустить, или как? Слушай, да, мы партнеримся с чуваками, которые нам нравятся. Мы физически не можем процессить всех. Даже тупо, знаешь, типа ответить, что «Йоу, извини, мы с тобой не будем двигаться, потому что, ну, типа, у тебя сырой продукт», или потому что нам как бы эта история не резонирует. То есть мы не видим, ну, не думаем, что мы можем здесь помочь. Или нам просто это неинтересно. Мы даже не можем, типа, всем ответить, хотя было бы хорошо просто людям отвечать, чтобы они не висели в ожидании. Вот. Поэтому, да, действительно, мы, типа, партнеримся и помогаем некоторым ребятам, каждому по-своему. С кем-то мы двигаемся прям на полном сопровождении и запускаем. У нас есть Early, отдельный суббренд, так скажем, в котором мы запускаем молодые проекты. И там раздаем большую часть токенов, опять же, комьюнити, потому что комьюнити, мне кажется, решает, какие проекты крутые, какие нет. Вот. И есть как бы просто какой-то, знаешь, типа, йоу, слушай, вот такая штука есть, что думаешь? Или у кого можно спросить, или с кем можно поговорить, или что можно посмотреть, вот в таком духе. Мы стараемся это делать настолько, насколько получается. Мы не супер сильно вкладываемся в масштабирование этого, потому что нам интереснее делать как бы в небольшом, скорее, объеме, но качественно, чем как бы распыляться. Вот, но overall, я думаю, что я, по крайней мере, стараюсь всегда всем отвечать по мере там возможностей. И если меня проект сильно цепляет, я потом шарю его с нашими ребятами, которые бизнесом ну, бездев командой, и они подхватывают и дальше ведут. Молодым билдерам, которые, вот, собственно, будут это слушать и захотят прийти к вам за акселерацией, поддержкой, им на что нужно посмотреть сперва в своем продукте, проекте, прежде чем идти к вам, чтобы они не, собственно, разочаровались, когда ты им скажешь, ребята, у вас сырой продукт. Слушай, ну, продукт может быть сырой. Важно, мне кажется, очень важно, я безумно горжусь нашей командой. Вот типа как корной командой, так и всеми теми ребятами, всеми 22 строителями, которые у нас есть. Мы между собой называем строители, потому что билдер переводится как строитель. И это забавно, мы там, когда с днем рождения поздравляем, мы говорим, ты лучший строитель, что-нибудь такое. Вот, всеми ребятами горжусь, поэтому ключевое — это команда. Вы можете делать любую вообще херню или что-то крутое, но когда вы делаете это кайфовой командой, теми людьми, с которыми у вас как бы сердца бьются в унисон и вижен совпадает, это, ну, самое ценное. Вот, поэтому найдите своих реально партнеров, с кем вам будет круто делать любую тему. Вот, это первое. А, Следующее — это найти какую-то, ну, наверное, проблему, которую круто было бы решить. Просто запускать там NFT-коллекцию какую-то, чтобы ее продать и на роялти потом заработать. Это как бы, ну, наверное, прикольная идея, но мне не очень резонирует. А вот найти какую-то реальную проблемку и дать ей какое-то решение, возможно, с блокчейном, возможно, без него, возможно, частично с блокчейном. Вот. Это кайф. Вот. Мы, наверное, какое-то время ориентировались на проекты, которые популяризируют, знаешь, технологию и как бы показывают ее с разных сторон. Но сейчас я четко понимаю, что не этим едины, и есть как бы и прочие вещи. Поэтому, когда есть какая-то реальная проблема, которую круто закрыть бизнесово, это кайф. Это кайф. Вот, потому что сейчас все-таки как бы преимущество на играх, на каких-то фановых решениях. Вот. Такое. Я думаю, утилитарные какие-то истории, ну, там, не знаю, типа
условно, Uber круто решает проблему, когда тебе надо из пункта А в пункт Б добраться. Вот. Он прям типа такой: йоу, положись на меня, я тебе все сделаю. Вот. Если так закрывать комплексно какой-то вопрос в момент жизни людей, и еще при этом как бы где-то там дополнять блокчейн, это вообще бомба. Ну и пробуйте разные. Типа, если не получается одно, пробуйте другое. Ничего страшного. Вот, если вам никто не помогает или все говорят, что ваша идея, типа, что это такое? Типа, я не понимаю. Не факт, что типа все остальные тоже скажут, что они не понимают. Этот один не понимает, а миллион других поймет. Типа, если вы в это верите, делайте. Выводите это на тот уровень, когда это поймет большинство, чтобы максимально пошарить свой вижен. Вы же почему-то вас это драйвит. Если драйвит, значит, в этом что-то есть. Пробуйте показать это по-разному, и тогда, возможно, зайдет. Я думаю, все скажут за это спасибо. Но ты несколько раз упомянул Uber, вот, поэтому тут, наверное, один из самых таких больших посылов, что билдерам нужно делать не игры, не кликеры, а Uber. Ну, в принципе, какие-то такие инфраструктурные штуки. Да-да-да. Не, ну можно и кликер сделать. Можно как бы сделать что-то другое. Можно сделать какую-то другую прикольную виральную игру, которая будет еще что-то включать в себя. Вот. Но Uber было бы интереснее Ты увидеть. сейчас сказал очень опасную вещь, что можно и кликер сделать. Давай. Наверняка кто-то найдется из тех, кто-то вот из тех 1000 кликеров сейчас послушает и скажет: ага, можно делать. Какие 3 вещи должны быть в кликере, чтобы он стал успешным? Советы от основателя первого кликера. Не знаю, честно. Но, типа, допускай, ну, любая игра, мне кажется, если она про игровой момент, ну, типа, даже не кликер, как я понимаю игры, да, я могу так сказать, это будет, наверное, более полезно. Мне кажется, любая игра, она создается, первое, самое главное, зачем? Ну, чтобы как бы было весело. Если игра не веселая, то, ну, как бы зачем она? Второе, кайфово, когда игра может подключить в себя еще твоих друзей. Вот, я говорил про Counter-Strike условный, да. Вот в Counter-Strike, наверное, самое кайфовое, что ты можешь просто либо с незнакомыми людьми, либо с очень знакомыми. Когда с очень знакомыми, это вообще кайф. Вместе делать какую-то историю, получать удовольствие вместе. Вот. Так что пускай игра будет еще и как бы сетевая, наверное, так скажем, ну и типа многопользовательская, да. Ну и третье, пускай в этой игре еще будет какой-то месседж. Типа, мне вообще в целом нравится любые штуки делать с каким-то месседжем внутри, даже если это просто, там, не знаю. Короче, все, что ты делаешь, делай с каким-то стилем и вкладывай в это часть себя. Потому что в ноткоине воплотилось вообще вот как бы очень много нашей личной с чуваками философии, с теми, с кем мы строили эту историю, и какого-то личного понимания мира, и то, как он идет, развивается дальше, это по факту вот то, как мы понимаем, как этот мир устроен, знаешь. Вот. Это может быть так не супер очевидно и, может быть, сильно громко сказано, но лично для меня это много. Ну, то есть я туда прям вложил себя, можно так сказать. Короче, резюмируя тему с продуктом, с игрой, он должен решать как бы 3 задачи. Первое, он должен быть веселым, он должен давать в какой-то фан. Второе, он должен быть многопользовательским, там должна быть кооперация нескольких игроков. И третье, там 100% должен быть какой-то посыл, какой-то месседж или какой-то смысл. Тогда, получается, совместив все 3 этих фактора, это получится новый большой продукт, который наберет несколько десятков миллионов аудиторий. Ну, я не знаю, наберет он или нет, как бы я думаю, что тут, честно говоря, зависит еще от кучи факторов, но я бы поиграл в него, да, я бы поиграл в него. Мне было бы интересно такую игру поиграть, однозначно. Слушай, вот здесь как раз мы переходим к важной теме. Как, на твой взгляд, будет развиваться дальше экосистема Тон? Вот сейчас там билдят кликеры, потихонечку появляются какие-то другие B2C-шные продукты. Совсем как будто бы далека история с B2B, обычным веб 2.0. Вот. Куда оно пойдет дальше? Куда нужно новым билдерам обращать внимание? Стоит ли большим компаниям сюда идти со своими продуктами? Ну, то есть условный какой-нибудь, я не знаю, Reddit перенесется в Тон, или тот же самый Uber придет и запустит на Тоне заказ такси. Конкретного вижена, типа, куда оно точно пойдет, у меня нет однозначно.
я могу сказать, куда бы мне хотелось, чтобы это пошло. Сейчас, потому что, ну, действительно такая, знаешь, турбулентная какая-то ситуация, когда очень много того приходит и много всего происходит. Мы явно видим перевес игрового момента, и видим, как люди утомляются просто играть. Наверное, людям надо будет дать что-то еще. Я думаю, что нам надо точно хорошо и четко оформить историю в целом с финансами. Ну, в целом, как бы с кошельками все окей в Тоне. И мне кажется, в Тоне вообще самые топовые кошельки ever. Почти любой возьми. Ну, типа, прям крутое решение. Вот. И мне кажется, что эти финансы должны как бы стать такой, как бы... Уже есть клевые кошельки, но надо им дать еще какой-то дополнительный utility. Не знаю, вот пример. В Тонкипере есть токен Store, где ты прямо тонами можешь оплатить себе, не знаю, билеты на самолет условно. Вот это, мне кажется, кайф. То есть, как бы люди видят прямую зависимость. У меня есть как бы тоны, и я могу ими не только там как бы NFT покупать и там на ноткоины их поменять, но и как бы полетать с ними. Вот. Какую-то такую историю хотелось бы увидеть, чтобы это уже дальше пошло и развивалось. То есть финансовую историю, я точно думаю, надо продолжать развивать. А вторая тема, мне кажется, что игры отомрут рано или поздно. Останутся те, которые sustainable, и те, которые как бы потом находят себе применение, делать что-то, ну, действительно полезное, годное. А вот штуки, с которыми бы хотелось увидеть эксперименты, это как раз увидеть там блокчейн-технологии в необычных каких-то реализациях. Ну, то есть вот тот кейс, который я сказал про покупку квартиры, наверное, интересная штука, которую было бы кайфово увидеть. Или какой-нибудь, я не знаю, вот у Виталика Бутерина выходил очень кайфовый, не знаю, как это назвать, доклад, наверное, ну пусть доклад или статья на тему soulbound токенов. Это такие токены, которые цепляются, это типа как NFT, только она не передается. Называется SBT, типа soulbound токен, привязанный к душе, если переводить на русский язык. Вот. И там была реализация условных паспортов. Ну, то есть, где в Soulbound токен может записываться история твоих путешествий, какая-нибудь там группа крови, твое образование, опыт работы, еще какие-то моменты. Прикольно было бы такой эксперимент, например, увидеть, как... Я видел, кстати, одни чуваки выпускали карту, ну, она была как NFT, и ты можешь ее модифицировать, вносить в нее какие-то изменения, типа слетал туда, зашел в это приложение, сделал транзакцию, и у тебя обновилась NFT-шка, и у тебя типа новый континент появился в этой NFT-шке. И ты типа как держишь свою карту. Но они не дотянули реализацию немножечко и вообще, по-моему, пропали. Если бы чуваки дальше начали развивать, это было бы интересно. Вот там можно много чего добавлять, ту же интеграцию там с авиа какими-то площадками, да. Вот. Ну, какие-то вот такие сценарии интересные, поозираться, посмотреть, какие проблемы есть, что может решать блокчейн. И такие применения, такие эксперименты хотелось бы увидеть. Я не знаю, будут ли они работать, но эксперименты точно хотелось бы увидеть. Вот. А учитывая, сколько билдеров сейчас приходит, я надеюсь, что таких чуваков будет достаточно тоже, кто будет экспериментировать и находить какие-то новые направления. Хорошо, если отойти от тона и подняться на уровень выше к Телеграму, на твой взгляд, чего сейчас не хватает? При том, что он уже очень прекрасно развивается и уже очень, ну, собственно, та же самая платформа мини-апов, такая хорошая революция, большая. Но вот чего, по-твоему, не хватает? Не знаю, мне бы хотелось, чтобы еще больше людей было в телеге. Чтобы вообще были все. Типа есть миллиард условный, практически, да, активных в месяц. Хотелось бы, чтобы это было хотя бы 4-5. Тогда будет вообще супер топ. А в остальном, мне кажется, не знаю, ну, типа, любая команда может позавидовать скорости деливери команды телеги. Их не так много ребят. Они доставляют новые апдейты очень быстро, реально быстро. Ну, то есть посмотреть, сколько там недавно, вот им вчера 11 лет исполнилось как раз. И Павел подытожил, сколько у них там фичей вышло за это время, сторис и так далее. И вот как раз вчера они выкатили реакции со звездами. Я вообще визжал, когда увидел. Это так круто работает.
Не знаю, ну, то есть это именно фан, но одновременно с этим это как бы ты понимаешь, что эти Stars, это внутренняя валюта, которая согласована с Apple, и Apple отстал уже наконец от телеги с этой всей историей. А, и ты просто можешь натыкать этих звезд в пост, и контент-креаторы, на которых сейчас очень сильно Telegram ориентируется, то есть создатели, да, какого-то, неважно какого контента, они в центре внимания, получается. Они могут эти звезды зарабатывать и потом менять на тоны или пускать в рекламу. Не знаю, короче, это вообще такая мощная тема. То есть, типа, с фичами у телеги все отлично. Пускай просто людей побольше будет. Но я думаю, это все дело времени. Тема с людьми интересная. 1 миллиард, как бы это тоже большая цифра, сравнивая как бы с другими соцсетями, которые обошел Telegram. Но ты 100% видел паттерны потребления, можно их так назвать, Телеграма в других странах, в разных странах. Допустим, если брать СНГ, то это ну просто основной мессенджер вообще для всех и для всего. И если брать какую-нибудь Северную Америку, то там Telegram — это источник покупки наркотиков, просмотра порно и вот каких-то нелегальных вещей. Если брать Индию, нам рассказывали ребята из Stone Foundation, что в Индии вообще интересный кейс. Туда люди пришли из WhatsApp в Telegram, потому что в Телеграме не было ограничения на количество пользователей в групповых чатах. И они туда вот кланами, кастами, вот этими сообществами туда просто переехали. Вот, то есть в каждой стране Telegram используется по-разному. Но как, собственно, как этот самый mass adoption сделать во всех странах? Почему сейчас его нету и как его, собственно, сделать? Слушай, я думаю, что у телеги все вообще нормас с точки зрения фичей, использования, скорости, защищенности и так далее. Я знаю, что это не самый там защищенный мессенджер, как там действительно говорят, ну что там все это шифрование можно дешифровать по возможно, ну, по желанию. Но я приверженец того, что если ты хочешь полностью обезопаситься от любого харассмента в интернете или где бы там ни было, просто не пользуйся интернетом. Вот и все. Вот так, понятное дело, что все твои данные. Я не говорю, что телега в плане, типа, сливает куда-то сообщение или что-то такое. Я просто про то, что, ну, как бы там при желании можно как бы поломать все, что угодно. Просто в телеге это будет очень дорого стоить. Вот. А, а так, ну, как бы у телеги все вообще отлично. И со всех сторон. Я думаю, что просто дело времени, когда там WhatsApp запустит очередную какую-то рекламную херню, которая будет соваться повсюду, или поставит какое-то ограничение на количество пользователей в группах или что-то такое. Ну да, и все, и люди такие, ой, ну все, пойдем искать альтернативу. То есть просто дело времени. Одна маленькая фича условная может очень быстро как бы развернуть курс дела. И то, что мы видим там в Северной Америке сейчас, там популярность iMessage и WhatsApp может в один момент очень быстро поменяться просто из-за какой-то мелочи. Я думаю, что телеге надо продолжать. Миссия у них кайфовая. То есть сделать действительно независимый, быстрый и защищенный мессенджер. Они то, что все выпускают, оно придерживается этого. Поэтому пускай придерживаются, и все будет окей, на мой взгляд. Помнишь, несколько месяцев назад, то ли в том году это было, то ли в этом году, в Америке, там, Европе упал Facebook, упал WhatsApp, еще там какие-то сервисы. И писали в новостях, что это какие-то хуситы кабель перерезали где-то там на дне моря или реки. И была мемка с фоткой Павла Дурова, что вот этот хусит. Потому что в Телеграме тогда приросло количество пользователей на несколько, по-моему, десятков миллионов человек. Так вышло, что в тон экосистеме почти во всех каналах мемы с Павлом, они появляются очень быстро и очень забавно обыгрываются постоянно. Вот. Поэтому, да, все эти штуки. Комьюнити очень интересное. И у меня на самом деле последний вопрос. Последний вопрос. Знаком ли ты с Павлом Дуровым? Ну, типа, что мы с ним чай пили там или такое, так ты имеешь в виду? Ну, типа того. Нет, такого не было. Он же в своем канале показывал ноткоин. У вас была какая-то коммуникация с ним или с его командой? Как это происходило? Слушай, ну я знаю, что команда Телеграма заценила ноткоин в целом. И мы даже там среди контрибьюторов в ноткоине афишили там есть ребята из Телеграм-команды.
один из главных контрибьюторов. Мы это, ну, как бы активно тоже про это рассказывали, что комьюнити насыпало очень много Павлу монет. Ну, где-то соприкасаемся, конечно, вот, но напрямую не общаемся. А планы есть? Было бы прикольно повидаться, не знаю, если когда-нибудь произойдет случай, когда увидимся, будет кайфово, да, пообщаться в целом. Я думаю, найдутся темы. Вот и с Павлом, в частности, и с прочими ребятами из телеграм-команды. На этом, я думаю, что наше интервью мы можем заканчивать. Вот. Сережа, ты можешь сказать какие-то напутственные слова билдерам, которые будут всю эту историю смотреть, особенно тем, которые вдохновляются примером ноткоина, строят свои кликеры, вот, пытаются превзойти, либо думают на тему, как придумать вообще идею из пустоты и создать что-то, что наберет неслыханный там 50 миллионов игроков. Вот что-то этим ребятам ты скажешь? Да я, наверное, всегда топлю за какую-то глубинную мотивацию. Можно делать много вещей на хайпе, можно делать много вещей ради денег, можно делать много вещей там ради еще какой-то, ну, не знаю, не такой уж фундаментальный. Ну, как бы двигаться не какими-то фундаментальными там мотиваторами. Мне кажется, что ключевое — это как-то слушать себя и делать то, что нравится. Если вы видите, что все вокруг там говорят про NFT, а вам хочется делать изделия из дерева, делайте изделия из дерева. Не надо заниматься NFT. Зачем? Вот. Если вам хочется заниматься NFT, но вы занимаетесь изделиями из дерева, ну, типа, попробуйте зайти. Благо, Web3 довольно такой гостеприимный. Он в целом рад всем. Зайдите и попробуйте. Ничего страшного не произойдет, если не получится. Вот, поэтому слушайте себя, делайте то, что нравится, и это, наверное, будет самое кайфовое. Жизнь не такая длинная, поэтому лучше делать то, что кайфово, а не то, что на хайпе. Глубокая мысль, согласен. Сергей Чикерев, Open Builders, Notcoin. Спасибо большое, что был с нами.